Юлечка, ты все проспишь. Добрый день, друзья! Вчера вышел обзор орхидей из Леруа Мерлен, город Ростов-на-Дону, улица Доватора. Была небольшая поставка, но орхидеи были интересные. И вот из этого небольшого количества я приобрела себе 2 орхидеи. Мои постоянные подписчики знают, что я очень люблю желтые орхидеи. И вот на эту орхидею я заглядывалась и приглядывалась несколько раз. Она попадалась в 2 или в 3 обзорах. И велико было мое вчера удивление, что я буквально с 1-го раза нашла ее название. Орхидея называется Эдитта. Но если я правильно ставлю ударение. Цветок крупный. Наверное, немного будет выгорать, потому что вот этот сейчас более насыщенного желтого цвета, а первый распустившийся более бледный. Но мне больше нравится, что крапинки на цветке не фиолетовые, а с красным оттенком. И вообще я люблю такие яркие солнечные орхидеи. Но вот как только начинаю вам показывать, так обязательно из горшка вылетает грибной комарик. Но я их очень быстро научилась ловить. Да, очень часто в таких новых орхидеях присутствуют в грунте грибные комарики. Ничего, конечно, очень страшного нет. Когда просыхает грунт, личинки грибных комариков погибают, а еще можно опрыскать спреем от насекомых Бонафорта. Он как раз прекрасно убивает именно грибных комариков. И личинки в том числе. Вот такая красотка. А вторая, изрядно потрепанная орхидея, очень нежного цвета, но даже не своими нежными оттенками она привлекла мое внимание. Я сразу ее увидела и была удивлена. Сейчас поверну вам цветы другой стороной, и вы посмотрите, что один из цветков с губой, как у биглипа, а остальные все цветы распущены с простой губой, как у стандарта. Вот видите, изрядно потрепанная, видимо, цветы были смяты в процессе транспортировки, поломаны лепестки. Но опять же, ну что тут страшного? Орхидея зацветет домашним цветением, и все будет ярко и не сломано. Вот еще один цветок, посмотрите на его губу. Она какая-то кривая, совсем кривая. И это не поломанная губа при транспортировке. Она вот так росла. Может быть, тоже хотела вырасти немного другой, похожей на биглип, но получилось вот так. Эта орхидея называется Астрид. Теперь давайте заглянем в их горшки. При покупке у обоих орхидей корни и грунт в горшке были сухие. Если рассмотреть обе орхидеи, то корней у этих орхидей не так много, ну, по крайней мере, в горшке. Но они очень похожи на здоровые корни. А вот над грунтом, посмотрите, со всех сторон росли молодые корни. Вот здесь тоже поломан молодой корень, а он был растущим.
Здесь много воздушных корней, но в процессе транспортировки, а может быть и чуть раньше, они подсохли. Вот такие сухие корни, вот кусочек сухого корня, можно сразу обрезать. Он точно орхидеи уже не понадобится. Обрезаю вместе с лома. До живого не дорезаю. И другой корень делаю точно так же. Обрезаю всю сухую часть. Здесь корней больше. И мне сейчас кажется, они все здоровыми. Но в процессе роста орхидеи мы с вами узнаем, здоровы ли эти корни или нет. Как всегда, произвожу первичную обработку. Протираю листья любым калийным мылом. Зеленым, дегтярным, горчичным. То, которое есть в наличии. Но я об этом очень часто рассказываю. И подробное видео как раз на первую обработку орхидей я оставлю в правом верхнем углу экрана. Чтобы не повторяться, чтобы не рассказывать все время одно и то же. Ставлю орхидеи на карантин. Карантин может длиться от 3 недель до 1,5 месяцев. Это зависит от того, как чувствуют себя орхидеи и выявлены на них какие-нибудь вредители или нет. Чаще всего вредителей на орхидеях, ну, по крайней мере, у меня, я не нахожу. Тем более, что я всегда листики орхидей рассматриваю в маленький микроскоп, который у меня есть. Кстати, видео о микроскопах, которые у меня есть, я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Заказывала оба микроскопа на Алиэкспресс. Ну, вот такие нехитрые манипуляции я произвожу с орхидеями и оставляю их цвести. И пока они цветут, они очень-очень редко начинают растить корни. О пересадках вообще не может сейчас идти речи. Цветущую орхидею, только что принесенную, купленную, пересаживать не стоит. Пусть она у вас адаптируется. Потому что переезд, покупка, принести ее в новую обстановку для орхидеи – это большой стресс. Пусть она, ну скажем так, успокоится и потихоньку, когда начнет отцветать, будет расти, пробуждать корни, наращивать листики, и только потом я такие орхидеи пересаживаю. Думаю, что для новичков я сделаю еще раз видео, более подробное, почему я так поступаю с орхидеями. Огромное количество вопросов, на которые я отвечаю, они повторяющиеся вопросы. Вопросы эти повторяются бесконечно. Я понимаю, что новых подписчиков становится все больше и больше, и не все знают, как обращаться с орхидеями. Смотрят какие-то очень старые мои видео, разбирают орхидеи и получают из цветущей красивой орхидеи реанимашку. Поэтому видео такое выйдет, оно будет более длинное, потому что за 3 минуты не расскажешь о том, почему именно так я поступаю. И это уже более 3 лет я рассказываю на канале, что не трогайте орхидею после покупки. Если вам интересно, во-первых, подписывайтесь на канал и следите за выходом видео. Видео выходит вторник, четверг, суббота и воскресенье. Это видео обязательно выйдет. Оно будет более подробным. И еще сегодня хочу вам показать орхидеи на полке, которая находится позади меня. Потому что одну часть орхидей справа я показала, а те, которые слева, я вам не показала. И все-таки несколько орхидей с правой стороны я вам покажу. Еще раз покажу орхидею Сого Лауренс.
Нарбоне, мультифлора Менкар, и маленький Лас-Вегас. Но Лас-Вегас еще будет с другой стороны полки. И теперь переходим на вот эту полочку. Небольшая орхидея Медвежий король. Это название орхидеи будет написано на экране, я никогда не могу его выговорить. И если помните и смотрите канал давно, это детка, отсаженная от материнского растения. Первое цветение этой детки. Причем 2 первых бутона она сбросила, 1 распустила и продолжила наращивать бутончики. Это орхидея Сога Трис. Это возрастная у меня орхидея, ей лет 10. Тоже мультифлора. Цветет всегда обильно. На заднем плане пока только цветоносы. Там 2 цветоноса видно. Это цветонос Леодора. Кстати, и Медвежий король, и Леодора, и парфюмерные фабрики, которые находятся с этой стороны полки, они все ароматные. Еще одна мультифлора. Ну, в общем-то, у меня на этих полках, на средней полке, везде стоят мультифлоры. Это небольшие цветы. Даже, можно сказать, совсем маленькие. 3-4 сантиметра. Чуть крупнее, чуть мельче. Сейчас посмотрю. Забыла название этой орхидеи. Сога Аллен. Но это только в том случае, если я правильно это определила. Одна из парфюмерных фабрик. Sunshine. Вдалеке интрига. У интриги длинный цветонос, и цветет она уже более 2 месяцев. Но она всегда доращивает цветонос. И когда дорощенный цветонос начинает распускаться, а вот этот цветок только распустился, она сбрасывает самые первые цветы. Вот они начинают увядать, но здесь еще видно, что много будет цветов. Она вообще месяца 2-3 любит доращивать цветоносы. У орхидеи Просека только-только появился цветонос. Вот он. Этой маленькой орхидейке название я напишу. Есть у нее название. Эта орхидея, она мне напоминает орхидею Кадис. Только она закрытым тюльпаном цветет как трилипс. Цветение закреплено. 3-й или 4-й раз она цветет именно с таким цветением, как я ее и покупала. На дальнем плане появилась орхидея Лас-Вегас.
Это летние цветоносы, и, к сожалению, она продолжила их. У обеих орхидей Лас-Вегас эти цветоносы появились прошлой весной, потом замерли, и осенью она продолжила наращивать бутоны, но их очень мало получилось. Это тоже парфюмерная фабрика Dusty Bell. Сладкую девочку, наверное, узнали все. И последняя орхидея, она не цветет, но вы часто о ней спрашиваете. Это орхидея Будда. Была показана пересадка этой орхидеи. И вот он, долгожданный первый домашний цветонос. Ты чего бегаешь? Я всегда мешаю. Мешаешь. Я вас познакомила и с новыми орхидеями, которые приобрела, и еще с одной частью своих домашних цветущих орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сидеть. И тихо. Почему надо мешать всегда? Ай-яй-яй-яй. А я думал, ты кушать пошел. Нет. Ты по делам пошел. По важным. Все, сидеть. Сидеть это, скажи, не мне. Мне лежать можно. Сема, мурчать. Сема, другие команды. Демон, что там интересного на окушечке? Снега нет? Приходи монтировать видео. Будешь мешать, как всегда.